Всем привет! Сегодня немножко неформатное видео. Расскажу о том, как можно купить инструмент, профессиональный инструмент значительно дешевле, чем у нас на родине. М12 Fuel, шурик с ударом, бесщеточный. У гайковерта 4 режима. Все зашибись. Стоит он сколько у нас? 13 тысяч рублей. Ну, плюс 3 тысячи доставка, 16. Такой М12 Fuel здесь, наверное, стоить будет под 30-ку. Что-то мне кажется. Ну вот он похож. 40 тысяч. Но это, скорее всего, следующее уже поколение с Wi-Fi. Ну вот 38. Чем они отличаются, вообще непонятно с виду. Тут одно и то же. Кейс. У меня была сумка в комплекте. Буду показывать и рассказывать на примере набора от Bosch. Вот такого. Который я недавно заказал из Америки. Стоит он порядка 12 тысяч рублей. В комплекте у нас сумка, импактовский гайковерт, шурик с ударом 18-вольтовый и перфоратор тоже 18-вольтовый от Bosch. Все это стоит $229. Как его заказать? Для этого нам надо подготовиться, скачать прокси-сервер. Называется, ну я использую iNinja Chrome, их всяких разных более чем. Вбиваем в гугле, естественно, для браузера Chrome. Если вы пользуетесь другим, ну ищите альтернативы, либо поставьте Chrome. Собственно, ставим, у меня он уже есть. Активируем для штатов. Что будет, если мы будем заходить без прокси? Ну вот я тыкаю посмотреть сделку, предложение. И пишет доступ запрещен. В чем фишка? Американские магазины, интернет, они блокируют доступ для IP-адресов не из Штатов. Не знаю, зачем это делают, но такая вот у них политика. Активируем прокси, естественно, надо выбрать USA. Так, это надо закрыть. Теперь посмотреть предложение. С проксией все работает, естественно, медленнее, поэтому ждем. Коротко расскажу вообще, что это за сайт такой. Slick Deals — это сайт, который отслеживает различные промо-акции в магазинах штатов. Не только онлайн, но и офлайн. У них тут бывают матрасы, путевки всякие и прочие вещи. Ну, вон карты кредитные предлагают. Ну и прочее. Нам интересен пока только инструмент. Ну вот, у нас открылось, и мы смотрим. Нам интересен вот этот набор. Поставщику я заказал вот такой, за 300. Он еще польстился на пилу. Вот, заходим. Опять же, ждем. Тут мы выбираем, собственно, вот этот плюс, либо перфоратор, либо разновидности пил. Собственно, что делать дальше? Если бы мы были жителями Штатов, мы бы нажали эту карту, оплатили и радовались жизни. Нам бы это все приехало за 2 дня, прям на дом. Еще и бесплатно. Ну, вот, собственно, тут расписано 3-7 дней. Вот. Что делаем мы? Поскольку нам американский магазин, скорее всего, не продаст, конкретно этот делает следующее. Он блокирует деньги на карте, видит, что карта выпущена не в США, и через день возвращает эти деньги с комментарием: извините, заказ отменен. Как это обойти? Следующий пункт плана. Заходим на сайт banderolka.ru. Это, по сути, прослойка между нами и магазинами США. Они осуществляют получение груза и отправку его нам. Чем они отличаются от большинства конкурентов? У них есть вот такая штука, помощь при покупке называется. Так, ну прокси можно отключить.
Вот пример помощи при покупке вот этого как раз комплекта Bosch. Стоимость товара, сервис помощи, это у нас 1200. Ну и ценник. Я им, собственно, отправил ссылку, и вот у нас переписка. Они тут меня спрашивают, какой выбрать подарок, как раз вот этот плюс. И вот они мне пишут, что отправлен товар, все пришло и тому подобное. Вот он уже в статусе отправлено. Они мне его взвесили на упаковке, посчитали цену доставки и отправили. Собственно, все. Можно напрямую мониторить вот эти все сайты Milwaukee, DeWalt. Ну вот давайте включим ради интереса DeWalt USA. Прокси. Теперь мы для системы как бы в Штатах находимся, поэтому она нам будет предлагать более-менее релевантные запросы относительно этого инструмента. Ждем. Не забываем, что это у нас прокси-сервер, поэтому все медленно. Так. Сразу выбираем найти ритейлера. Так, надо прокси какой-нибудь выбрать побыстрее. Ну-ка, Нью-Йорк вот взять, если. Теперь мы в Нью-Йорке. Find retailer. Ритейл. Ну и, собственно, сейчас он нам выдаст. Он вот как раз этот Lowe's, который и не дает покупать. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Amazon опять же есть. Кстати, вот с Амазоном проще всего. Он, во-первых, дает покупать и по карте, не закрывает прокси, но и ценник надо будет сейчас посмотреть. Так, что из того, что я знаю? Ну вот возьмем Power Tools, наверное. Вот, как раз 20-вольтовик, который у меня 996, вот такой, по-моему. Так. Ну да, похож. Ну вот, тушка стоит. Это вот уже какой-то новомодный с Wi-Fi. Тушка стоит 100 баксов. Это сколько? 6200. С ударом 996. Как раз. Если взять у нас такой 996, 14 тысяч. Тоже за обычную тушку. Вот считайте. Выбор очевиден. Скажем так. Тут же опять же бесплатная доставка до их склада. В случае с Амазоном, если вы шарите, вы можете сами тут все заказать. У меня, например, сейчас к ним едет набор Вера за 37 баксов. С бесплатной доставкой. Я таким образом экономлю $20 за покупку. За помощь в покупке. Вот, собственно, такие цены в Штатах. Всем советую. Сейчас там уже пошлину снизили. В принципе, даже какие-то большие дорогие наборы стало выгоднее покупать. Если раньше свыше 500 баксов было офигеть как невыгодно, то теперь переплата, ну, как бы, гораздо меньше. И покупать все равно выгодно. Ну и, собственно, стоит сразу сказать о минусах покупки за границей. Собственно, в Амазоне и eBay. Они вам любой брак, и даже не брак, а если вам не понравилось, они поменяют без проблем и без вопросов, но доставку до них вам придется оплачивать за свой счет. В случае, к примеру, вот с такими тяжелыми наборами, это ценник
по сути, набора будет отправить обратно транспортной компании до Амазона. Поэтому смысла в возврате даже и бракованного инструмента нет никакого. Но, что хочу сказать. Вот я заказывал, ну, уже больше 10 раз из-за границы. Это и айпады, и Amazon Kindle, когда он только появился, я на Амазоне его покупал. Одежду я периодически покупаю, ноутбуки, что там я еще покупал, инструмент. У меня один раз были косячные ботинки, которые развалились там через 3 месяца. Я написал продавцу, это, по-моему, какой-то у них крупный магазин был. Они мне без вопроса говорят: присылай все обратно, мы тебе вернем деньги или поменяем на такое же. Я пришел на почту, они мне выкатили декларацию для отправки, посчитали ценник, и я плюнул. Если бы я был в Штатах, никаких вопросов. Второй момент. Это питание. У Milwaukee зарядки идут на 110. Ну, вот на этой фотке видно, сейчас, что вилка у нас американская. И напруга будет 110. К слову, Milwaukee переделывается зарядка перерезанием одной дорожки элементарно. Никаких сложностей. У DeWalt и у остальных дело чуть сложнее. Если мы говорим о ноутбуках, они 110-220 переваривают без проблем. Нужно только переходник на такую вилку купить. С гарантией тоже не все так однозначно. К примеру, Apple'ские товары у нас международная гарантия. Ноуты и прочее все тоже без вопросов вам все поменяют. По ноутбукам хочу добавить, клавиатура будет у вас англоязычная. Где у меня мой eBay-то? Вот я ноут покупал брату, клавиатуры нет русской и винда английская. Но как бы в современном мире это вообще не проблема. Все уже, кто за компьютером сидит много, печатают вслепую, и менюшки все знают на память. Вот, собственно, пара нюансов. А в целом посылки страхуются, если что-то не доедет, вам все вернется по деньгам. Естественно, ну, кстати, вот по не доедет у меня ни разу случая не было, чтобы что-то не доходило. Даже с Алиэкспресса мне все приезжает без проблем. Никогда не было косяков. Если продавец, конечно, отправляет. Ну все, я думаю, по косякам это все. На этом, я думаю, все. Всем спасибо за внимание. До свидания.